Всем привет! Мы территориально уже находимся в Индийском океане, а это значит, что самое время для следующего выпуска из серии MaxMaster Daily. Совсем чуть-чуть займу ваше внимание и расскажу, о чем же будет этот выпуск. Ну, во-первых, как вы понимаете, это будет про переход через Индийский океан, который мы планируем пересечь за 15 дней. Ну, или, если точнее говорить, то 15 суток. Далее я расскажу вам про, естественно, какую-то работу на борту судна. У нас даже будет один день рождения, который будет вместе с барбекю. Будет одна специфическая работа, которая связана с воском. Как бы странно это ни звучало, но именно с воском. А также покажу вам плохую погоду. Ну, совсем чуть-чуть мы ее встретили, буквально на полдня. Такой небольшой шторм. Сразу практически после того, как мы прошли Африку. Но в этом регионе это очень часто бывает, что плохая погода, особенно возле мыса Доброй Надежды, это не редкость. И мы эту нередкость вот и встретили на своем пути. Поэтому предлагаю вам усаживаться поудобнее. С вами капитан Максим, вы на канале MaxMaster. Предлагаю начинать. Приятного просмотра, полный вперед. Поехали! Вот видите, смотрите, подходим мы к мысу Игольный, вот тут вот он находится. Но там сейчас темно становится, и мы его, скорее всего, не увидим. Может быть, увидим маяк. Если будет видно, то я вам его продемонстрирую. Видите, сумерки уже, солнце село. Посмотрим, видно будет или нет. Pretend buried all my feelings, find them in a coffin where there's no space for healing or letting you in. После того, как мы прошли уже Африку и вышли в Индийский океан, встретили на своем пути судно попутчика, которое называется Berge Olympus. Я когда-то делал про это судно отдельное видео, и те, кто давно на канале, его смотрели, но для тех, кто только недавно зашел, сообщаю, что этот балкер оборудован 4 крыльями, именно крыльями, не парусами, как многие думают. Они расположены с левого борта и управляются электроникой. Во время того, как судно подходит к какому-то порту, чтобы они не мешали грузовым операциям, возможно их сложить прямо на палубу. Это балкер размера Cape Size, то есть довольно крупный. И, как заявляет производитель этих крыльев, ну и вместе с ним, естественно, судовладелец, то такая конструкция, схема использования позволяет экономить до 10% топлива, то есть около 6 тонн в сутки. Насколько это экономически выгодно, естественно, пока непонятно. Оно в основном курсирует между портами Бразилии и Китая. И в данный момент оно как раз в Китае шло. Со стороны за ним интересно наблюдать, его заметно очень издалека. Но насколько на нем удобно работать и насколько эта конструкция себя оправдает, мы узнаем немножко попозже. Сами крылья сделаны, кстати, из композитных материалов. Они не металлические, а именно из композитных материалов сделанных. Кому стало любопытно, советую поискать подробное видео у меня на канале. Ну и я постараюсь не забыть прикрепить ссылку в описании. Напротив двигался еще один балкер компании Berge Bulk, как мне сказали, так оно правильно читается. И если я не ошибаюсь, то на сегодняшний момент эта компания занимает 5-е место по общему тоннажу именно балкерного флота. Не всего флота, а именно балкерного флота. Имеет около 90 судов. Ой, небольшое расхождение, да, в прогнозе. 21.
Как говорится, погода всем любителям дождя посвящается. Несколько дней мы уже так идем, то идет дождь, то не идет дождь, но в основном идет. Еще был сильный ветер, сейчас, конечно, стало полегче, ветер перестал дуть, ну, задувает с одного борта, но не очень сильный. Такой себе стандартный морской ветер в 20 узлов, это ни о чем, честно говоря. А совсем вот несколько дней назад, по прогнозу, был ветер 21 узел, то, что нам давал прогноз погоды. А на самом деле он был у нас относительный 72 узла. То есть при скорости судна эконом-ход наша с 13-14 узлов, можете сами посчитать, что 58 узлов был истинный ветер. Но тем не менее он даже был больше, потому что нам дул в борт, а не прямо в носовую часть. Что около 60-62 узлов был ветер. Это без порывов. С порывами больше. Видите, друзья, сижу, занимаюсь установкой программ. У нас как бы офицером по кибербезопасности является старший помощник, но я ему помогаю в этом, потому что у него и так дел куча. Программы иногда, в основном программы у нас обновляются автоматически, но есть такие программы, которые можно обновить только вручную. Поэтому вот пришел сегодня новый патч, нужно обновить версию программы на всех компьютерах. Хожу, по пароходу этим занимаюсь. Старпом где-то на палубе бегает, а я вот ему в этом помогаю. И вообще, он офицер как бы по кибербезопасности, если что не подразумевает то, что он должен устанавливать эти программы, можно поручить какому-нибудь из помощников. Но я хочу, чтобы это все было побыстрее, и потому что программа важна, с ней постоянно работают. Там мы вбиваем топливо, пройденную дистанцию и так далее и тому подобное. Поэтому ее нужно обновить как можно быстрее. А если хочешь, чтобы было сделано хорошо и качественно, то делать нужно самому. Это не значит, что я им не доверяю. Просто я сейчас как бы посвободнее, есть свободное время. Почему бы этим не заняться? На весь процесс уйдет, на весь пароход уйдет максимум 1,5 часа, если все пойдет хорошо, если никаких ошибок не будет выдавать. Пережили непогоду. Вообще, как бы она на нас не повлияла. Но тем не менее, я вышел на палубу немножко осмотреться. Уверен, что никаких вообще повреждений ничего не будет, потому что, как утюг пошли. Вы сами все видели. Нас практически не качало. Один раз там что-то ударило, так что волна скулу, папка у меня упала с полки, и все. Но тем не менее, проведем небольшую инспекцию и будем уже потихоньку начинать готовиться к приходу в Сингапур. Смотреть, какие есть недостатки, потому что там мы ждем Port State Control. А также нас там ждет инспекция регистром. Приедет DNV нас инспектировать. Ежегодная инспекция. Поэтому надо быть готовым. Старпом предложил инициативу и предложил обновить поверхность наших коридоров. Так как мы не можем поменять везде линолеум, мы просто используем специальный состав, который называется стриппер. Такая жидкость, которая позволяет удалить старый слой, вот эти вот все царапины вместе с ним. А после этого палуба должна быть подготовлена, хорошо замыта, хорошо почищена от всех пятен и наносится, мы называем это вакса, но фактически это воск на основе синтетических материалов. Из нюансов работы то, что нужно хорошо подготовить, и то, что она должна выполняться ночью, потому что днем просто банально ходят люди и остаются следы. А так вот получается вот такой вот хороший результат, без царапин, без грязи. И всем приятно ходить. На все коридоры палуб потратили 3 дня. Вот смотрите, к нам подсоединился кто-то извне и управляет нашим компьютером серверным с берега. То есть такая IT-помощь, когда мы сами не можем решить вопрос. Запрашиваем помощь береговых айтишников, и они коннектятся дистанционно через Backdoor, могут коннектиться, могут через TeamViewer, и помогают нам в решении какой-нибудь компьютерной проблемы. Спайдермен какой-то у нас. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scatter.
Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Cut out the slackness. Active style and pattern. That's a man there. Active. 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 One live life massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, old face get active. 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 День рождения был у электромеханика, все, что осталось от тортика. Пацаны, третьи помощники, молодые, ну или те, кто отвечает за maintenance of safety equipment. Следите за состоянием наклеек, которые информируют вас о том или ином safety оборудовании, да, оборудовании противопожарном или которое призвано спасать жизни. Потому что эти наклейки от времени, от влияния ветра, от влияния окружающей среды, соленой воды очень быстро могут изнашиваться и могут просто отваливаться. А если во время проверки обнаружишь, что такой наклейки нет, то это как бы такое не очень серьезное замечание, которое может быть сразу ликвидировано. Но тем не менее оно вам не надо. Поэтому периодически ходите и проверяйте состояние и наличие этих наклеек. Смотрите, например, видите пожарный ящик. Здесь должна быть наклейка, что внутри находится пожарный рукав с пожарным бронзбойтом. Но ее тут нет, она отвалилась. Необходима замена этой наклейки и как можно быстрее. Дальше вот следующий ящик. Вот такая наклейка там должна быть, где ее нет. Тут она тоже начинает отслаиваться. Тоже, но здесь можно подклеить. Здесь можно просто клеем намазать и подклеить. Либо оторвать новую наклеить, но нет смысла. Просто подклеить и все. У нас вентиляционная головка откуда-то ведет, вентиляция, но непонятно откуда, нет маркировки, как здесь. Видите, везде все набито, что к чему принадлежит. А тут на ней нет обозначения. Это левый борт. С правого борта то же самое, такая же ситуация. Надо обозначить. Опять же, смотрите, спринклерная система пожаротушения, которая есть у нас в этом трюме. У нас есть там CO2, но помимо CO2 есть спринклерная система. То есть здесь подсоединяется короткий пожарный рукав сюда и вот туда. Запускается вода по этой пожарной магистрали и попадает в трюм, там она распрыскивается. Но прикол не в этом. Видите наклейка, которая обозначает, что она там есть. Дальше она еще тут есть. Эта наклейка. А вот здесь ее уже нет. Она тут должна быть. И должна быть также здесь. А здесь уже есть. То есть две штуки отвалились, улетели куда-то, их никто назад не прикрепил. Видите, смотрите, по всему судну у нас есть такие схемы крепления, как нужно крепить груз на каждом бэе, на каждом грузовом бэе. Но, тем не менее, и это так должно быть, потому что стивидоры должны знать, как крепить груз, помимо того, что им говорит Старпом. Информационные вот такие вот плакаты должны быть на каждом бэе. Это не требования какие-то ПСК, это требования нашей компании, в которой мы работаем. И просто это разгружает и помощников, и Старпома от постоянного объяснения, как крепить контейнеры. Но, если мы пройдем чуть дальше, то здесь этот плакат почему-то отсутствует. Идем еще дальше. Экипаж продолжает работать, делать мейнтенанс переходных мостиков. Здесь он тоже оторван. Причем так, это вообще надо заменить полностью. Ну, в общем, они периодически отлетают. Сами понимаете, из-за того, что у нас тут окружающая среда такая. То ветер, тем более был шторм. Добрались мы до кормы. Опять вентиляционные головки не промаркированы. И здесь дверь, которая ведет в passageway. Лампочка еще одна перегоревшая. Здесь есть индикатор, что дверь открыта, но этого недостаточно. Должна гореть вот именно та лампа. Вот видите, как, например, здесь есть такой металлический набалдашник, пластина с информацией, что это. Вот типа таких должны быть везде, либо просто трафаретом набито. И вот то же самое правый борт. Тоже ничего не горит, сейчас дверь открою. Дальше, видите, смотрите, отсутствует индикация, куда ведет эта дверь.
То есть табличка улетела или закрасили. Здесь за поворотом та же ситуация. На этой двери. Ну вот и все, друзья. Такой у нас с вами получился очередной выпуск из серии Max Master Daily. Мы благополучно пересекли, естественно, Индийский океан. Как я вам и говорил, нас поджидала непогода, после которой мы сделали с вами на палубе инспекцию. Ну, нашли какие-то естественные недочеты, для этого инспекции делается, для того, чтобы что-то выявить и это быстренько ликвидировать. Все, что нашел, все было быстро устранено, буквально за 2 дня. Все наклейки на месте, все плакаты на месте, все лампочки поменены и так далее и тому подобное. Хотелось бы сейчас ответить на один из вопросов, который мне задали под прошлым видео. И именно спрашивали, что у вас по еде, что вы там едите, ну, в таком плане. Смотрите, мы уже на переходе больше месяца, уже 35 дней. Естественно, еды осталось не так много. Мы планировали на 30 дней, ну, плюс какой-то запас. Где-то так оно и получается. Вот я вам сейчас покажу провизионные камеры. Кроме драйстора, кроме нашей артелки, где находится все пакетированное, там какие-то консервы, кетчупы, майонезы. От артелки у меня просто нет ключа. Я его отдал повару, а повара сейчас не хочется беспокоить, потому что не рабочее время. Ну, вы поймете, я вам покажу vegetable store, то есть там, где хранятся наши овощи, фрукты и молочка. Покажу вам fish room, покажу meat room. То есть это те камеры, где хранится замороженная рыба, замороженное мясо. Там минус 18, очень холодно, поэтому буду показывать быстро. На самом деле нет вообще никаких проблем у нас с едой. Всегда это все планируется заранее, рассчитывается на количество экипажа, который в данный момент находится на борту, плюс какой-то запас, естественно, на тот случай, если нам, как в нашем случае, перенесут заход в порт следующий на 5 дней. Но на самом деле там у нас еще больше еды, поэтому голодать никто не будет. Естественно, в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, когда судну нужно остановиться в открытом океане, в открытом море и подрейфовать несколько дней, тогда экипаж переводится на режим экономии, да, потому что мы не всегда знаем, сколько дней нам придется дрейфовать. Если же мы где-то будем стоять на якоре возле порта, то в самом крайнем случае, при необходимости, можно вызвать катер снабжения и через него заказать провизию. В общем, смотрите на провизионные камеры, все, что у нас осталось там немного, но нам 100% хватит. Вот она, камера. Вот овощная камера, vegetable room. Главное, чтобы рис не заканчивался. Но если закончится рис, будет революция. Ну, что-то даже зелень еще осталась после месяца перехода. Правда, она подуставшая уже. Лимоны, молочка какая-то даже. Это вот творог, сыр. Молока немерено. Яйца. И даже фрукты остались. Пойдем сейчас еще в рыбную. Но там минус 18, поэтому быстро. Наш fish room. Ну и тут тоже достаточно всего. Рыба, креветки. Замороженные даже салаты есть. Мороженое. Я такое не люблю. Тоже творог вон. Еще мороженое. Так, надо отсюда убегать. И мясная. Тут тоже еще много мяса. Но на 4 дня нам 100% хватит. Учитывая, что еще в разморозке есть стейк, мясо для стейков, сосиски, колбасы и вот много хлеба. Все, уходим.
С вами был капитан Максим. Вы были на канале Max Master. Спасибо вам за внимание. Кому не трудно, прожмите лайк. Ваши вопросы, пожелания, какие-то комментарии пишите под этим роликом. А с вами был еще раз капитан Максим. Вы были на канале Max Master. Огромное спасибо вам за внимание. Я на связи.